Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить популярный в последние годы торт «Цифра» или торт «Сердце» в ПП-варианте. Его можно приготовить любой формы, которая подходит под тематику вашего праздника. Он сразу цепляет глаз своим внешним видом и на вкус тоже прекрасен. Друзья, я также готовлю для вас видео с рецептом вкуснейшего торта пломбир в ПП-версии. Это простейший тортик, который не требует выпечки и готовится на сковороде. Это видео выйдет на следующей неделе, так что подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Первым делом приготовим коржи. Для этого нам понадобится 190 грамм муки. У меня это смесь кукурузной и полбяной. Муку можно взять почти любую. К муке добавляем 1/3 чайной ложки соды и 7 грамм подсластителя. Перемешиваем. И отдельно соединяем жидкие ингредиенты. 1 яйцо, 100 грамм йогурта, 20 грамм растопленного кокосового масла или масла ги и 1 чайную ложку ванили. Тщательно перемешиваем. И добавляем сухие ингредиенты. Сначала можно промешать венчиком, а потом лопаткой или руками. Вот такое тесто должно получиться. Оно может немного липнуть к рукам, это нормально. Упаковываем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник примерно на 1 час. А в это время приготовим начинку, крем и трафарет. Для начинки нам понадобится 200 грамм любых ягод. У меня это черная смородина. Измельчаем ягоды с помощью блендера в пюре. И перетираем через сито, чтобы избавиться от косточек. Получилось 100 грамм однородного ягодного пюре. Добавляем к нему 7 грамм крахмала и 8 грамм подсластителя. Это количество крахмала позволит получить очень густое пюре, которое будет держать форму в торте. Размешиваем до однородности, чтобы не осталось комочков. Отправляем на плиту и при постоянном помешивании увариваем до густоты. Вот такая консистенция получается в горячем виде. Попробуйте начинку на вкус. Если требуется, добавьте подсластителя. Немного остудите начинку. Если оставляете надолго, то либо накройте пищевой пленкой в контакт, либо постоянно помешивайте. Остывшую начинку перекладываем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Для крема нам понадобится 250 грамм рикотты. Можно использовать мягкий творог, отвешенный на сито на ночь, чтобы стекла лишняя жидкость. Также подойдет любой вариант замены рикотты. Видео с 3 вариантами замены уже есть на моем канале. Главное, чтобы продукт был консистенции как рикотта, то есть гуще, чем мягкий творог. Добавляем к нему 15 грамм сухого молока. И тщательно перемешиваем. Можно воспользоваться блендером для ускорения процесса. Вот такая получается консистенция. Добавляем сюда 7 грамм подсластителя, 3 грамма сока лимона, 1 грамм соли и пол чайной ложки натурального экстракта ванили. И тщательно размешиваем. Вот такой мягкий и нежный крем получается. Он хорошо держит форму и еще немного загустеет в холодильнике. Дальше нам нужно подготовить трафарет. Удобно использовать для этого пекарскую бумагу. У меня будет форма сердца шириной примерно 19 сантиметров. Я нарисовала вот такое сердечко. И теперь нужно прорисовать внутреннюю границу. Для этого линейкой отмеряем нужное расстояние от внешнего края. У меня это 5 сантиметров.
Проставляем как можно больше точек и прорисовываем линию. Конечно, можно сделать абсолютно любую форму, которая подходит по смыслу, в том числе и цифры. Вырезаем трафарет. Получается вот такое сердце. Теперь достаем тесто из холодильника. Оно еще немного загустело. Отделяем чуть больше половины теста. Раскатывать его нужно сразу на коврике или на бумаге для выпечки. Тесто по задумке не совсем густое, не такое, как на печенье, и может липнуть к скалке. Поэтому раскатывать его лучше под слоем пищевой пленки. Раскатываем в пласт толщиной около 3 мм. И проверяем, что трафарет на него помещается. Все отлично. Снимаем пищевую пленку и накладываем трафарет уже на тесто. Небольшим ножом аккуратно прорезаем по внутренней и по внешней границе. Тесто прорезается легко, поэтому нет необходимости слишком давить, чтобы не повредить коврик для выпечки. И убираем излишки. Аккуратно снимаем трафарет. Все готово. Еще обязательно прокалите вилкой коржик в нескольких местах. Я в этот раз забыла это сделать. Не повторяйте моих ошибок. И аналогично раскатываем все оставшееся тесто. Накладываем трафарет и срезаем излишки. В этом рецепте тесто всегда остается. Из него можно таким же способом сделать печенье, которое может пригодиться в декор тортика. Отправляем в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку примерно на 20 минут. Вот такой коржик должен получиться. Смотрите, он испекся, начал немного темнеть, но при этом не пересушился и сохранил мягкость и гибкость. Аккуратно переносим на плоскую поверхность. Можно собирать торт сразу, но если вы планируете сделать это попозже, обязательно упакуйте коржи в пищевую пленку и храните в холодильнике. Приступаем к сборке торта. Собирать будем сразу на тарелке или подложке, на которой тортик будет подаваться. У нас ПП коржи, и, конечно, они отличаются низким содержанием масла в составе. Чтобы добавить мягкости в коржи, нужно немного пропитать их. Здесь в качестве пропитки подойдет вода с подсластителем или вода с сиропом. Нужно буквально 10-15 грамм пропитки на корж. Здесь удобнее наносить пропитку кисточкой. Даем коржу немного времени, чтобы полностью впитать пропитку. Если вдруг что-то осталось, соберите излишки салфеткой. Теперь можно наносить крем. Отсаживаем крем из кондитерского мешка по внешнему краю и по внутреннему краю. Середину я буду заполнять начинкой. Начинку я сделала довольно густой, чтобы использовать ее в декоре верхнего слоя. При желании можно уменьшить количество крахмала и сделать более текучую начинку. Заполняем все промежутки. И накрываем вторым коржом. Аккуратно устанавливаем максимально ровно и хорошо прижимаем. Крем довольно плотный, он не расползется от умеренного давления. Этот корж также хорошо пропитываем. А еще, если дать готовому тортику подольше простоять в холодильнике, желательно в коробке, то крем и начинка отдадут часть влаги коржам и сделают их еще мягче. Наносим второй слой крема на верхний корж. Я также прохожусь по внешнему и по внутреннему краю. А в серединке нанесу несколько ярких акцентов начинкой.
И заполняю всю оставшуюся плоскость белым кремом. Этот тортик выглядит нарядно сразу, но и декор на нем смотрится прекрасно. В качестве декора я буду использовать печенье, которое испекла вместе с коржами. Немного шоколада. Здесь я использую шоколад на основе кокосового масла, который приготовила сама. Если вам было бы интересно увидеть его простейший рецепт, напишите об этом в комментариях, я сниму об этом отдельное видео. Сушеные бутоны розы, сублимированная малина, очень подходит здесь по цвету, и немного листиков мяты. Вот такой милый тортик у нас получился. Мне кажется, очень красивый. Ванильные коржи, нежный ванильный крем и яркая, сочная начинка. Ну и, конечно, главная изюминка этого восхитительного торта – его оформление. Как видите, его совсем несложно приготовить. Давайте его разрежем. Отрезаем кусочек. Вот такая красота внутри. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!